Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о том, что нужно знать об обрезке и об укрытии плетистых роз. Многие цветоводы добросовестно относятся к своим растениям, ухаживают за ними, подкармливают, укрывают свои розы, однако они почему-то не зацветают. Не все начинающие цветоводы в курсе, что плетистые розы делятся на две большие группы. Это рамблеры, в переводе означает ползучие, и клаймберы, в переводе означает лазящие. Дело в том, что рамблеры – это классические плетистые розы. Для них характерны побеги до 8 и более метров. Как правило, однократное цветение на побегах прошлого года, хотя есть исключения. Для них характерны мелкие цветки, по 7 штук и более в соцветии. И при обрезке рамблеров необходимо сохранять длину побега. Это очень важно. Также они очень хорошо оплетают опору, на которой держатся. Здесь на картинке рамблер вы видите под цифрой 2. Как же их обрезают? Однолетние саженцы лучше не обрезать весной. Осенью первого года вы не обрезаете тоже рамблер свой и срезаете только неправильно растущие побеги или же побеги, которые повреждены какими-то заболеваниями на розах. Весной второго года у растения обрезаете верхушки плетей. Боковые побеги укорачиваете до 2-3 почек. Осенью второго года и последующих лет оставляете несколько побегов текущего года и несколько прошлогодних. Остальное вырезаете на кольцо. Весной второго и последующих лет у растения укорачиваете двухлетние побеги до 1-3 почек. У прошлогодних побегов укорачиваете верхушки. Очень много сортов роз, относящихся к рамблерам. Это и Супер Дороти, и Супер Эксельза, и многие-многие другие. Об этом будет отдельное видео. Как же обрезают клаймберы? И что это за растения такие? Во-первых, высота их 2-4 метра. Как правило, однократное цветение или же повторное цветение на побегах текущего года. Как правило, крупноцветковые по 5 штук в соцветии. И допустима сильная обрезка для этих роз. Они имеют очень толстые побеги, побеги очень плохо гнутся. То есть для их укрытия надо, конечно же, очень постараться. Моя роза Розариум Ютерсон, посмотрите, как красиво она выглядит. У нее очень плотные, очень мощные побеги. И, конечно же, прикрывать ее достаточно сложно. Образует огромное количество бутонов, соответственно, и цветов. Роза Фламентанс тоже клаймбер. Я ее вообще не пригибаю и, в общем-то, даже не укрываю свою розу. Как же обрезаются клаймберы? Ну, надо сказать, что обрезку, несмотря на то, что растение цветет на побегах прошлого и текущего года, надо удалять те побеги, которые повреждены какими-то заболеваниями, какими-то негативными моментами. Весной побеги трехлетние удаляю на кольцо. У двухлетних побегов удаляю засохшие, подрезаю верхушку, если есть необходимость, и небольшие боковые побеги укорачиваю на 1-2 почки. Как же я укрываю свои розы? Во-первых, необходимо их снять с опоры, на которой они держатся. Затем я обрезаю листья, ну, если не по всему кусту, то хотя бы с нижней его части. Обрезаю поврежденные, как я уже сказала, побеги, побеги, которые были поражены мучнистой росой, пятнистостями и так далее.
В данном случае я использую сухое укрытие. Есть видео на моем канале подробное, как это делается. Связываю аккуратненько розы и прижимаю их металлическими дугами, металлическими какими-то скобами для того, чтобы эти розы очень хорошо держались. Кроме того, вот такой каркас будет устойчивым и под тяжестью снега будет себя великолепно чувствовать. Сухое укрытие использую постоянно, вот так оно выглядит у меня, для того, чтобы розы себя комфортно чувствовали, для того, чтобы у них не выпривала ни корневая система, для того, чтобы хороший был воздухообмен. Кроме того, вы можете использовать, если не хотите использовать сухое укрытие, можете прикрыть торфом корневую систему, а затем прикрыть розы еловым или же сосновым лапником. Можно использовать также подручные средства, срезанные растения, для того, чтобы розам было комфортно в зимний период времени. Кроме того, можно прикрыть также рулонами рубероида. Это предохранит очень хорошо ваши розы от вымерзания. Вот такие правила укрытия, правила обрезки роз я использую для того, чтобы розы цвели в течение всего вегетационного периода времени пышно, ярко и красиво. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.